Всем здравствуйте! В этом видео я покажу, как начать и закончить ряд веревочкой из 3 трубочек, как плести прямую веревочку, как плести обратную веревочку и как получить вот такой эффект косички из прямой и обратной веревочки из 3 трубочек. Сейчас мы начнем оплетать. Низ я буду оплетать веревочкой в 3 трубочки, 2 ряда. Ну, давайте начну я, наверное, вот с этой трубочки. Вот это помечу вот так. Вот. Это у меня будет начало, соответственно, я сейчас отсюда сюда заведу первую трубочку. Веревочка будет из 3 трубочек. Вот я немножко просто хвостики вот так подстригу. Вот. Это убираю. И потом вот сюда, где вот она первая, вот, немножко приподниму и туда заведу трубочку. Кстати, можно предварительно капнуть клей. Вот немножко. И туда завожу вот эту трубочку. Надо побольше ее обстричь все-таки. И вот туда ее. Так, завела. Чуть-чуть попридержу, буквально 1 секундочку. То же самое делаю с остальными трубочками. Вот так, чуть-чуть приподняла. Туда трубочку завела и вот так попридержала. Так, и третья пошла. Чуть-чуть ее туда подальше. Все. Так, вот она так у меня очень свободна. Наверное, я сюда поставлю все-таки бумажку, рулончики, вот, чтобы мне немножко оно держало. Ну и вот, начало нашего ряда. Начинаем плести тройную веревочку. Завели 3 трубочки. И 2 трубочки остаются внизу. Левая крайняя, одна из 3 трубочек, левая крайняя 3-я трубочка. То есть она же может считаться первой. Мы ее заводим 1, 2, 3, получается к 4-й. Вот. Завели, просто ровно положили. Следите за стойками, чтобы стойки были всегда ровные, чтобы они были перпендикулярны. Идет следующая трубочка. Ее просто заводим уже за следующую после вот этой стойки, после этой трубочки. Рядом к следующей стойке подводим 2-ю среднюю трубочку. Вот. Остается 3-я трубочка. Также ее за следующей. Вот, получается у нас опять 3 трубочки. Также продолжаем. За следующую заводим поверх 2 предыдущих. Опять заводим. И так идем.
Так, сейчас немножко вниз, наверное, надо сделать камеру, чтобы было лучше видно. И так продолжаем. Вот здесь можно немножко пальчиком, ноготочком заломать. Вот. И завести. Заламываем и заводим. Так продолжаем. Всегда у нас 3 трубочки. Всегда берем крайнюю левую и заводим за первую свободную. Вот здесь у нас была трубочка. Вот это первая свободная. Теперь опять у нас 3 трубочки. Стойки держим ровно. 3 трубочки. Первую, левую, самую левую. Всегда начинаем с самой левой. И заводим за первую свободную. Здесь трубочка выходит, здесь трубочка выходит, здесь свободно. Значит, заводим вот сюда. И все. Сейчас я сделаю наращивание трубочек и продолжим. Вот так нарастили и идем дальше. Всегда работаем. 3 трубочки всегда вот здесь находятся. И всегда мы берем крайнюю левую и заводим за первую свободную. Вот. Крайнюю левую за первую свободную. Крайнюю левую и за первую свободную. Вот так. Крайнюю левую за первую свободную. Крайнюю левую за первую свободную. И так идем по кругу. Приближаемся мы сейчас к нашему началу ряда. Трубочки сразу постарайтесь ставить вертикально, чтобы они никуда не убегали. Подошли к началу ряда. Вот здесь смотрите. Мы подошли к началу ряда. Вот у нас первая стойка, с которой начинался наш ряд. Из-за этой стойки выходит первая трубочка. И к ней мы подошли. Вот теперь этот ряд нам нужно закрыть. Каким образом? Мы плели крайнюю левую за первую свободную. А теперь будем делать наоборот. Крайнюю правую. И 1, 2, 3. Вот за эту третью. Завели. Дальше. Среднюю трубочку заводим за предыдущую. Вот. Одна отсюда выходит. И самую левую крайнюю заводим, получается, за первую стоечку. Вот она. Это наша первая стоечка. Начало ряда. И в итоге у нас вот первая стойка, из-за нее трубочка выходит. Вторая стойка, из-за нее трубочка выходит. И третья стойка, из-за нее трубочка выходит. Сейчас я здесь наращу. Наращивание сделаю и дальше продолжу. Но второй ряд уже я буду плести обратной веревочкой. Сейчас я покажу как. Итак, следующий ряд мы плетем обратной веревочкой. Вот я нарастила трубочки, опять 3 трубочки, но начинаем уже укладывать не наверх, 2 внизу, а наоборот, под 2 приподнимаем, крайнюю левую заводим за первую свободную трубочку, стоечку вернее, вот, уже из-под низу наверх. Дальше опять крайнюю левую под вот этими 2 трубочками и за свободную стоечку укладываем. И так продолжаем. Каждую крайнюю левую мы заводим под 2 и укладываем наверх. Опять-таки следим за стоечками, чтобы они были все ровные, чтобы они не заваливались. И немножечко можно подтягивать тогда плетение. Вот я придерживаю.
Чуть-чуть тут заломчик делаю. Вот, снизу опять-таки 2 наверху. Вот это крайняя левая снизу и идет наверх. Опять крайняя левая идет наверх. Вот у нас 3 трубочки. Берем крайнюю левую, проводим под 2 трубочками и заводим за стойку. Опять крайнюю левую проводим под 2 и за стойку. Это называется обратная веревочка. До этого ряд мы плели была прямая веревочка, то есть обычная веревочка. Немножко так поровнее делаем уже стойки. Вот так. Вот так. Наращивание можно делать здесь 2 варианта. Либо за стойками, либо между плетением. Вот видите, где оно будет переплетаться? Вот я сейчас ее вот сюда заведу. Вот эту трубочку. Вот. Потом вот эта трубочка пойдет, получается, поверх. То есть вот здесь можно, между плетением, можно сделать наращивание. Или традиционно за стойками. Вот. Но в этом случае я лучше сделаю между плетением, тогда совсем не будет видно. Обрезала. В трубочку с широким кончиком капнула клей. Немножечко вот так сминаю трубочку, подминаю и надеваю. Все, чуть-чуть придержала, все готово. Теперь смотрите, под 2 завела, и все. Сверху будут укладываться другие трубочки, и моего наращивания не видно. И с этой стороны у меня идет целая трубочка. Этого будет не видно. То же самое здесь я также делаю. Вот сейчас как раз вот эту скрутку все обрезаю. Беру трубочку с широким краешком, кончиком, сюда капаю капельку клея. Еще вот эту трубочку можно немножечко вот так примять, сделать более узкой такой. И все. И накручиваю ее. Прям накрутила, накрутила. Все. Наращивание готово. Опять также сделала, и все. И не видно нигде этого наращивания. То же самое и вот с этой трубочкой. Не очень у меня кончики подсохли. Видите, какая проблема? Не очень хорошо они сейчас будут наращиваться. Вот, кончики в любом случае подсушивайте хорошо. И с узкого края, и с широкого. Вот я клей капнула. Немножечко я могу примять. Так, ногтем чуть приминаю. Потом закрываю трубочку эту, сплющиваю, так сказать, вот. И вот накрутила одну на другую, и под плетение это ушло под виточки, под предыдущие трубочки. Такой способ наращивания, он, конечно, лучше, там совсем ничего не заметно. Ну и так продолжаем плести обратную веревочку. Все время под 2 и за первую свободную. Вот. Под 2 и за первую свободную. И каждый раз поправляем. В итоге, смотрите, получается такая косичка. Тоже видно. Вот. Вот такой эффект. Когда плетете прямой веревочкой, потом обратной, получается эффект косички.
Сначала вы наверх укладываете трубочки, а потом вниз. И получаете такой интересный эффект. Немножечко здесь тоже можно подтягивать трубочки. Так. Ну и вот. Чуть-чуть мне, конечно, не хватило. Придется, конечно, сейчас наращивать. Сейчас я наращу и покажу, как закрывать обратную веревочку. Первый ряд мы закрывали, это была веревочка прямая из 3 трубочек. Сейчас у нас идет обратная веревочка из 3 трубочек. Как я ее буду закрывать? Вот мы подошли к первому ряду. Итак, вот у нас мы подошли к началу ряда. Вот у нас 3 трубочки, да, выходит. Вот. Тут что-то у нас. Первую трубочку, самую крайнюю, мы проплетаем, как обычно, под 2 за стоечку и оставляем там ее. Все, это первая стойка. Так мы закрываем ряд. Вторую, среднюю, мы должны будем пропустить под предыдущим виточком. То есть опять под трубочкой, которая рабочая, самая крайняя, и еще под предыдущим виточком. То есть мы должны ее будем вот сюда вот завести. Вот сюда. Вот, видите? Под этой трубочкой и здесь. Под предыдущей трубочкой предыдущего ряда, можно так назвать, да? Под предыдущим виточком. И тоже там же ее оставляем. Все аккуратно подтягиваем. Остается 1 трубочка. Немножко так ее проминаю. Вот. За этой стойкой трубочка выходит, за этой стойкой трубочка выходит, соответственно, вот у нас стойка. Но сейчас мы должны будем провести под 2 вот этими трубочками предыдущего ряда. Вот так уже. И также оставляем там за стоечкой. Видите, пока уберу. Вот что у нас получается. Ну так, теперь вот эти хвостики я просто пока подрежу. А потом попозже я их подклею. Ну вот такая косичка у меня получилась из веревочки из 3 трубочек. Эффект косички. Вот посмотрите. Всем легкого плетения и красивых изделий.